Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 16 по 22 февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, что ожидает Овнов на следующей неделе. Неделя с 16 по 22 февраля. Какие карты вам сегодня выпадут? Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я всегда очень рада такой обратной связи с вашей стороны, поэтому пишите, не стесняйтесь. Я постараюсь ответить, когда у меня появится свободное время. Постараюсь вам написать ответ на ваш комментарий. Итак, давайте посмотрим Овны. Неделя с 16 по 22 февраля. Какие карты вам сегодня выпадут, в каких сочетаниях они, соответственно, у вас выпадут и что вам готовит предстоящая неделя. Давайте посмотрим. Овны. Итак. Понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас карта Иерофант. Карта семьи, карта каких-то традиций семейных. Здесь очень много тельца или стрельца. Возможно, общение с таким человеком, да, для вас будет важным. Но в целом Иерофант — это семья и традиции, это брак, это все, что касается семейных ценностей традиционных. И вместе с картой умеренности, баланса, ваше желание сохранять баланс и гармонию в семье, в отношениях ваших семейных с близкими, с мужем или с женой, да, в зависимости от того, кто смотрит, мужчина или женщина. Вы здесь можете какую-то гармонию находить в общении с близкими, с родственниками. Вы можете здесь в целом, если вы выполняете какую-то работу, да, если мы говорим про работу, и вы работаете в каком-то учреждении государственном, которое является традиционным, которое является уже привычным для большинства из людей, то здесь тоже баланс, гармония, спокойствие в такой работе. То есть нет никаких там неожиданностей, которые в этот день у вас выпадают. То есть вы сохраняете спокойствие в целом. Есть какое-то ощущение баланса. Дальше идет карта восьмерка пентаклей. Это карта человека, который работает, трудится, прикладывает усилия, чтобы получить вознаграждение за свою работу, за свой труд. И вместе с тузом пентаклей вы можете даже и получать здесь какие-то деньги, какие-то выплаты, вознаграждения, какие-то бонусы, какую-то зарплату, не знаю, может быть, хотя какая зарплата. Да, это что у нас? Это еще не конец месяца, даже не знаю. Ну, то есть здесь может быть просто как вознаграждение за вашу работу, за вашу занятость, которая приносит вам, соответственно, деньги. Успех, который в целом здесь на вашей стороне, и вы можете почувствовать себя человеком независимым, даже если вы не получаете здесь каких-то выплат, вы понимаете, что ваше дело вас прокормит, там, не знаю. Или вы понимаете, что вы здесь, вот как корешки здесь такие прорастают, да, что вы здесь выполняете какую-то работу, которая потом принесет вам хороший результат. Дальше идет десятка пентаклей. Здесь изображена семья. И в целом на каждой колоде обычно изображена семья на десятке пентаклей, потому что для большинства из нас семья является чем-то ценным, да, дорогим, важным, поэтому приравнивается чуть ли не к материальным благам. На самом деле десятка пентаклей изначально она не имела какой-то прямой такой связи с семьей как таковой. Она в целом означает богатство, означает благополучие и стабильность, которая у вас есть в вашей жизни. Да, стабильность может быть гарантирована и стабильностью в доме, стабильностью в отношениях. Возможно, здесь это имеется в виду. А возможно, все-таки речь идет о материальных вопросах для вас важных. Тут по тройке пентаклей тоже изображена семья, как они вместе, совместно, сообща выполняют какую-то работу, помогают друг другу, да, ткут этот коврик. Почему здесь светофор? Они сделают этот коврик, соткут этот коврик, и он будет таким открытой дорогой, да, для там будет открывать дороги им для движения вперед, для продвижения вперед. То есть для продвижения вперед здесь есть совместная работа, помощь близких, взаимопонимание и поддержка, которую вы можете получить от своей семьи в каких-то ваших делах. Соответственно, или вы поддерживаете своих близких для того, чтобы продвинуться вперед и стать более успешными. Карта тройка пентаклей здесь выпадает 2 раза подряд, в другой колоде также, еще и в четверг.
И вместе с двойкой пентаклей здесь очень много таких хаотичных событий, когда вам нужно принимать решения, выбирать один из двух вариантов, выбирать, что важно, что второстепенно, а что в приоритете, что нужно сначала сделать. Вы можете здесь думать о том, помочь в каком-то вопросе там, своему родственнику, допустим, или коллеге по работе или нет. То есть здесь вот какие-то такие вещи могут быть. Также вы ловко можете справляться с вашими делами, с вашими задачами здесь и с удовольствием выполнять опять-таки вашу работу. То есть вам здесь легко это удается. Дальше идет карта короля жезлов. Это карта, кстати, вашей стихии Овна. Она может говорить про общение с таким же, как вы, огненным знаком. Это лев, овен или стрелец. И также паж кубков, водная стихия. То есть раки, рыбы или скорпионы могут тоже иметь к этому какое-то отношение. Но в целом здесь по пажу кубков может быть какая-то хорошая новость, которая здесь к вам приходит, или какой-то шанс, который вам выпадает, который вы можете ухватить в этот день, да, ухватиться за эту возможность. И это может быть возможность рабочего толка, потому что есть король жезлов. То есть это какая-то возможность, которая может сделать вас успешнее, которая может вам какой-то хороший шанс дать или толчок касаемо вашей работы, вашего там бизнеса или чего-то, что может приблизить вас к вашей цели. И дальше идет карта двойка мечей, карта сдерживания своих эмоций и чувств в субботу, когда вы, возможно, заставите себя придержать свои слова или свои эмоции в отношении кого-то. Возможно, вы посчитаете, что лучше бездействовать, лучше не проявлять никоим образом себя здесь. И тут же семерка жезлов, то есть в какой-то ситуации, может быть конфликтной, может быть ситуации, в которую вас втягивают другие люди, опять-таки, да, в какую-то здесь неприятность, но вы здесь окружаете себя таким шаром, такой сферой. Она здесь сидит в позе лотоса, да, и медитирует. То есть она отвлекается от всех тех вот неприятностей, которые вокруг происходят. Она на своей волне, она полностью уходит в свои мысли, в свое сознание, очень много размышляет о том, что происходит в ее жизни, да. Если мужчина смотрит, то в вашей жизни, да, неважно, какой здесь пол. Но то есть по семерке жезлов вы отгораживаете себя от какой-то критики, от каких-то проблем, то есть ведете себя достаточно стойко. И по двойке жезлов тоже здесь речь идет об этой стойкости, то есть не обращать внимания на какие-то неприятности извне, может быть, сдержать свои эмоции, чтобы не вступить в какую-то перепалку и сохранить с кем-то отношения, которые здесь могут разрушиться, если вы не сможете таким образом себя удержать. И дальше идет двойка пентаклей, которая у вас уже вот она выпадала в четверг, соответственно. Тоже желание сохранять баланс, желание удерживать равновесие. И с тем также здесь семерка кубков выпадает. Будет несколько возможностей, несколько вариантов. То есть как два предложения, может быть и больше. Вы выбираете здесь, какой из этих вариантов выбрать, какая из чаш, которая здесь перед ним ему больше подходит. Но вы можете обмануться в выборе, то есть вы можете принять неправильное решение, потому что вы не обладаете, допустим, всей информацией здесь, поэтому нужно быть осторожнее, потому что семерка кубков, она такая очень обманчивая. Вы можете ошибиться в выборе, и вы можете испытывать определенные трудности, выбирая между чем-то и чем-то. Не знаю, даже просто что-то покупая в этот день, вы можете выбирать из нескольких вариантов, взвешивать все за и против и выбрать какой-то не тот вариант, допустим. То есть нужно быть в целом здесь осторожнее с этим выбором. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Овен мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.